Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Алекс Титанов, посвященному активному образу жизни. Сегодня воскресенье, и я лечу на Фомак на блошиный рынок, город Росток, который находится в 35, точнее в 40 километров от моего дома. Сегодня первая вылазка в этом году на блошиный рынок за пластинками. Если вы не в курсе, то я вам сообщаю, я коллекционирую, собираю виниловые пластинки и компакт-диски. Больше компакт-диски и чуть-чуть виниловые пластинки. Ввиду своей дороговизны не совсем я могу это по себе позволить. Виниловые пластинки. Но как цель для велопокатух съездить на блошиный рынок, покопаться там в виниловых пластинках. Как цель я это использую. Виниловые пластинки. Прекрасный день, обещаю, чуть-чуть ветрено. 14 градусов. 9 марта, воскресенье. Завтра на работу в первую смену. А сегодня еще можно катнуть. Вчера мы с Ирусей прекрасно провели 8 марта. Вот прямо это был идеальный 8 марта. Он начался с того, что меня за букет цветов, обычный букет цветов, почему-то взяли, я не знаю, в 3 раза меньше денег. То есть я такой уже в этом году. Так, все. Надо поприжаться. Экономим. Все. Я раньше так приходил такой, заверните мне на полтинник. Они мне там наворачивали всякой. Ну, делали нормально. Я беру только розы. А в этот раз, в прошлый раз я на День влюбленных такой, так, ну 25 нормально будет. Надо чуть поприжаться для более большой цели осуществления. И они мне такие 5 роз, чуть-чуть зелени, цаки-цаки, фертик. А в этот раз я такой, и розы такие никакие, выбрать вообще не с чего было. Как-то День влюбленных здесь, в Германии, больше народ, мужики, дарят цветы, чем на 8 марта. Потому что на День влюбленных прямо во всех цветочных стояли небольшие очереди. Вчера я пришел, никаких очередей, цветы более-менее приличные. И я такой, 5 штук вот этих самых огромных роз. 12 евро вместе с зеленью. Камон! То есть они цены регулирования просто от фонаря. И в прошлый раз я идиот такой, возьми, спроси, а вы что, блин, за вот эту травку еще 10 накинули мне? И, короче, я к тому, что день вчера с утра прямо задался. Я такой, нифига, еще за столько. Я приличные большие розы, букет роз с зеленушкой там декоративную не покупал. Реально, сколько здесь живу. Что происходит? Ну вот, извиняюсь сразу за насморк заранее. Потом мы с Ирусей поехали на велосипедах искать тайник, геотайник. Ируся тоже такая вообще без припинаний, без вот этих вот, без нытья практически. Поехали. Едет такая, ну чуть-чуть, конечно, пришлось приврать, километраж преуменьшить. Ну, в целом 39 километров мы вчера с ней практически на изи. Под конец она уже сдулась. Последние там километров 10 она уже такая поскуливала, но ехала. Последние 5 километров вообще были ей тяжелыми. Тяжело дались, учитывая, что она всю зиму не каталась. И это ее первая вылазка велосипедная. Красавчик. Нашли тайник. Первая половина дня тоже такая удалась. Отлично. Потом у нас был, нам дети подарили гудшайн в стейкхаус, в ресторан в Ростоке.
Мы такие поехали в Росток, ну, забронировали еще там неделю перед этим местяк. Такой итальянский ресторан, классный. Вообще такой шикарный, такой гемютлих, красивый. Супер. Вдвоем такие посидели, такое обслуживание шикарное. И, короче, полтинник у нас был гудшайн. Не знаю, по-русски. В общем, нам полтинник подарили в этот ресторан. Фактически. Мне такой, окей, мы там бургер. Беру все там тоже всяких там разных. Потом десертик, кофеек, напитки. Такие так плотненько поели. Я такой, счет официант. Приносит такой, 14 евро вам доплатить. Да ладно, что за праздник сегодня такой? Не, обычно цветы только с утра уже в полтинник становились. Я такой, нифига себе. Вот это я понимаю. В общем, вчера был день. И Руся сама такая, сегодня был самый классный мой 8 марта. Я такой, отрадно слышать. Вообще, я старался. Хотя, по сути, ну, мы вдвоем стараемся и все. И, короче, это был идеальный 8 марта. То есть, физическая активность, причем такая нормальненькая, 40 километров на секундочку на велосипеде. Успешная, причем вылазка, нашли тайник. В общем, вчера было классно. Посидели в ресторане. Прямо the best. Ну, очень понравился этот ресторан. Вот. К чему это я не помню. Просто рассказывал, как мы вчера 8 марта провели, отметили, собственно говоря. Еду на Фомарт за пластинками. Бюджет у меня ограничен. Крохотный, мизерный, минимальный. Я взял с собой 30 евро. И те особо не намерен тратить. Только если прямо что-то меня очень впечатлит. А впечатлить, как правило, меня можно хорошей, адекватной ценой. Например, там 3 пластинки по 10 евро. Приличных я бы взял. Или очень приличных 2 по 15. Ну, как правило, там минимум 1 за 30 будет. Почему такой маленький бюджет? Потому что я уже с утра вывалил 56 евро на покупку велопричиндалов. Потому что я устал с этими бесконечными проколами. В общем, я купил сегодня прямо с утра. Вообще не спонтанно, это 2 дня в Амазоне выбирал, сравнивал. Купил бутылку жидкости против проколов, которые заливать эту жидкость в камеры. И эта жидкость, такое молоко, затыкает проколы. Что-то она стоила 15 евро литр, из которых можно было за 12 чем-то, за 12,50 купить просто литр такой же самый. Но я еще взял там со всякими шлангами, переходниками, с шприцом таким. Знаю, что это будет просто обычные шланги, обычный шприц с аптеки с 2 копейки. Но уже чтобы не бегать, не прыгать, не искать этого всего. Потому что я почитал отзывы, там пишут, блин, просто бутылку неудобно. Нету градиента, шкалы на бутылке, непонятно сколько заливать. Там надо на одну камеру, по-моему, 125 миллилитров. В общем, этого литра на 8 камер должно хватить. Вот, заказал ее. Потом вчера это все рассказывал, освежу. Просто я вчера еще думал с зарплаты это все купить. А сейчас думаю, блин, кататься, сезон уже начался. Сейчас ли еще один прокол будет, я просто с ума сойду. Хрен с ним, какая разница, уже через месяц или сейчас заказывать. Такую заказал штуку, такую бутылочка, и на ней такая поролончик такой. Бутылочки этой, типа то же самое, какой-то
жидкое мыло, блин, какой-то, блин, тут рассыпали навоз на поле. Мало того, что воняет, еще вся дорожка в нем. Капец. Что не хватало подхватить. Капец, оно воняет здесь. Вот эти натуралисты, они вот весной вонь стоит до лета. Они все поля, блин, удобряют вот этим навозом. Караул. Так вот. Вот эту бутылочку, там 50 миллилитров, она 4,50. И еще литр этой же жидкости, чтобы наполнять эту бутылочку. Это масло, оно для смазывания. Блин, посмотрите, вся дорога засратая в навозе. Бляха-муха. Я сейчас это соберу все. Но чтобы наполнять эту, чтобы при разбортировке камеры, блин, надо по дороге поехать. Уже поздно. Если следующее поле будет такое же, надо ехать по дороге. Смазывать обод внутри и покрышку, чтобы она нормально садилась, распрямлялась, нормально вытаскивалась, затаскивалась, потому что это катастрофа с этими высокими ободами. Ее снять, опять вдеть, это вообще очень тяжело, реально. И вот ты смазываешь, и она хотя бы более чуть полегче идет. Я просто заманался это вытаскивать, сбортировать эти камеры. Очень прям и пальцы ломаешь. Если где-то на улице, это вообще катастрофа. Вот это заказал. И насос. Заказал насос, потому что вот тот, который у меня насос, это полный отстой. Это тот случай, что вот в магазинах, вообще я его в магазине в Ростке купил, он стоил 20 евро. В магазине ни хера толкового никогда не купишь, там все в 3 дорого. Я заказал за 16 евро, он чуть подлиннее, он уже не влезет в подседельную сумочку, к сожалению. Но я его брошу в эту подрамную сумку, либо вообще на раму прицеплю. Но он 260 PSI или PSI качает, не знаю, что бы это ни значило. Все эти маленькие насосики, они качают 80-100. И они без шлангочка этого неудобно, они выламывают этот золотник, сгибают. А тут со шлангом, все отзывы все утро читал. В общем, думаю, насос, блин, тоже надо, потому что этим маленьким он вообще ни черта не качает, это квелерай. Вот, поэтому такой маленький бюджет на пластинки, потому что это какая-то нескончаемая водоворот, воронка, в которую деньги просто утекают. Этот велосипед, велохобби это. И то, что я обожал, что я жаловался, это Макс-Шпас, прикольно, ну, иной раз уже, вот, честно говоря, поднадоедает. Когда ты ходишь, вот, кроссовки у тебя уже, в которых ты ходишь на работу, и везде уже порвались, но тебе впадлу жалко денег на новые, а зато вот, если что-то на велосипед, новые ботинки, новое что-нибудь, это без разговоров. Это прямо сейчас достается деньги и покупается. А так, на работу буду ходить в порванных кроссовках. Это неправильно. Не знаю, записывала она или нет. В общем, я ныл, ворчал, что с утра сегодня опять потратил кучу денег на велосипед. И поэтому на пластинке у меня бюджет маленький, ограниченный, всего 30 евро я взял с собой. Если вот коротко о тех полчасах, что я только что рассказывал, и если они вдруг не записались. Ну, получится что-то в районе 80 километров. Выехал около 12 часов дня, поехал. Не совсем такое состояние, прямо отдохнувшее, точнее совсем не отдохнувшее, учитывая то, что я неделю батрачу, потом качаюсь, тренируюсь на выходные или после работы, потом на выходные еще 2 дня подряд катаю марафоны на велосипеде, и как бы такое было немного под сомнением вообще, ехать сегодня, не ехать. А потом смотрю,
там что-то подсуетился с утра, там какое-то там свои какие-то компьютерные дела там поделал, и уже такое к обеду дело. И Руся там беляши какой-то новый рецепт мутит. И смотрю, еды готовит, и ребрышки с картошечкой, и беляшики. Такой, о, думаю, надо ехать скидывать калории. Надо ехать. Плюс снять контенту, чтобы было для развития канала. Плюс пластинка, ну тут, честно говоря, я вот не уверен, что я хочу тратить, что я хочу ее покупать. Посмотрим. Плюс еще вот калории, накатать аппетит и открыть грильный сезон. Я помыл балкон перед выездом. Всю зиму у нас там была связана эта гартеновская мебель. Это как это? Дачная мебель или садовая мебель, которая у нас стоит на балконе, которую мы используем, чтобы грилить. Мы ставим электрический гриль с Русей и грилем. И нам в кайф вообще. По сути, не знаю, как Ире, мне точно никто не нужен. У меня все есть. Собственно, вот тебе велосипед, вот гриль, вот машина, вот работа. У меня все есть. Вот и Руся, вот еда. И такой... Все, помыл я, вымыл балкон, вымыл мебель. Все, говорю, Рус, ты вот беляши свои наделаешь. Если захочешь почилить на балконе, позагорать, я все помыл. Ну и, собственно говоря, думаю, надо ехать нагулять аппетит перед грилем. Это будет как раз, вот мы позавтракали плотно, уже в часов, наверное, 10. То есть поздно. И теперь будем есть, ну, где-то там, не знаю, в 4, в 5. Соответственно, как раз сейчас вот проехать 80 километров, нагулять бешеный аппетит, вытащить гриль на балкон, 2 бутылочки пива, вот именно 2. Я купил опять ящик пива. Вот зимой у них такие цены смешные. Ящик пива 7 с чем-то евро. Хорошее пиво, этот Хассенрёйдер, или как он там называется. Классное пиво, ништяк. И все, и кайф. И завтра на работу. Вот такой вот план, друзья. Погнали. Велораспаковка. Погнали. Сегодня мне пришла вот такая посылка. Как это называется, где я купил Outflet, или как он называется? Фирма типа Цананду, только с вещами еще есть. Аут, первое А. Ты наверняка знаешь. Сейчас скажу там, я к тому, где я купил. Там должны быть бумаги. В общем, получилась следующая история. About You. Вот тут я купил. Ну, заказал я на Рекнет вообще, кстати, на Кларне. Красная, мне нравилась красная, но я не был в ней уверен. Но потом мне понравилась черно-серая в клеточку. А черно-серых не было XL. Я заказал L, а потом зашел на красные, а в красных нет L, а есть XL. Короче, теперь мы имеем одну XL, одну L. И как бы мне нравится и тот цвет. И как раз я оставлю, соответственно, проблема выбора пройдет легче, потому что я оставлю ту, который размер больше мне подойдет. Если вообще мне подойдет и понравится, если нет, отправлю обратно. Так, это размер. И, кстати, эта фирма вот эта классная, Валиде или Фауде, норвежская, по-моему, фирма спортивных вещей. Так, меряем Эльку. Вот, нет, лучше XL. Хотя мне серая нравилась. Ну хотя вот рукава мои, все мое, ну как-то очень. Вот, ты видишь? Ну прям крутая. Реально круто.
Что скажешь? А? Маленькая? Вот эта фирма вообще крутая, вот эта Валди. Вот помнишь, когда Меган Якин у него искали там в магазине, они там по 500 евро, вот это эта фирма. И, жарко, мне прям уж не жарко стало. И эти куртки, они везде около 80 евро. Я в чек фирмы их нет, идеально пробил, сравнил. И на About You это по 70. Прям самая дешевая цена у них. И я давно вообще смотрю на эту куртку. И я такой, блин, у нас пошла такая пьянка. Надо взять. Ну это получше сидит. Ну, буду, значит, красный весь. Хотя мне тут та тоже нравится. Ты знаешь, такой вариант полуспортивный, полуцивильный. Потому что не просто только спортивная, а в ней можно ездить просто вот когда осенью, весной. Когда уже полноценная куртка не нужна. Что скажешь? Ну не под дождем, ты как бы не под дождем не поедешь. Карман? Нет. Ну не надо. Все, это была распаковка, оставлю себе вот эту красненькую, серенькую, отправлю обратно. Это была велораспаковка. Распаковка, друзья. Сегодня у нас велораспаковка. Мне пришли опять зимние велоботинки. Хотя зима закончилась, но мне все еще приходят зимние велоботинки. Вы не поверите. Shimano. SHXM 900. Чего я сразу их не заказал? Идиот. Они вообще теплые. Они вообще чем-то отличаются от моих осенних ботинок. Это то же самое, только чуть выше. Они, конечно, свои. Нет, да, отличаются. Знаете чем?
И у меня получается тем, что здесь вот вот тут материальчатый, а здесь вот из какого-то пластика. И вот этой херни пальцы замерзают, блин, быстрее, чем в обычных кроссовках. Такого теплого, конечно, здесь мало, я бы сказал, внутри. Точно такой же материал, как и здесь, по сути. Ну, давайте мерить. Выглядит прикольно. Так. Носки хоть без дырок. Размер хороший. Ну, блин, насколько мне будет тепло, конечно, вопрос. Тот же самый Shimano, только типа осенние мои. Наверное, отправлю обратно. Будем подумать. Вот хрен поймешь, записывает, не записывает. Солнце бликует, и эта лампочка фига не видно. Короче, еще один момент, что я не буду оставлять велосипед, как всегда это делал на фломарте. Я приезжал, привязывал его и шел налегке. Слишком уж он дорогой, поэтому я буду с ним ходить. У меня даже нету на него полноценного замка. Я вяжу там маленький тросик с кодовым замком. Но это так, чтобы к руке привязывать. В общем, придется ходить по фломарте вместе с ним, что не совсем будет нравиться окружающим людям. Ну, посмотрим, потестим, поэкспериментируем. С этих наушников, что под ними потеешь, как свинья. Капец. Наверное, уже пора переходить на такие, которые в уши суются. Этих уже сейчас жарко будет. Мой поезд мчится. Региональный поезд едет с скоростью 100 километров, наверное, в час. И это не скорый, не быстрый, не пассажирский. Ну, тут тоже не особо там разгоняется за 100, куда-то там 150, не знаю, сколько здесь по Германии максимальная. Распаковка, велораспаковка. Сегодня к нам пришла вот такая вот посылочка. И я подозреваю, что это камеры для велосипеда. Потому что больше я ничего в последнее время не заказывал. Да. Вот такие камеры. Размер 32-47.
28 соль, 1,5 до 1,75. Это у нас, что это у нас? Это ширина тоже, ну, честно говоря, вот тут в этом путаюсь. По идее 32,47 это ширина, а 1,5 и до 1,75 это тоже ширина. В общем, французский ниппель, как я выяснил, я покупал все не в попад, что у меня подходят для гревела только с французским ниппелем, вот диаметр этой дырки, в которую в золотник ниппель в фельгах, в колесе, короче, дырка, как это на русский надо? Обод колеса, дырка под золотник, там только 6,5 мм, и под это подходят только вот такие камеры с французским ниппелем. Заказал 3 штуки на Амазоне. Почему 3? В принципе, мне столько много не надо, точнее надо, но и не надо, потому что ты один раз за доставку платишь, получается, что одну ты купишь, одна стоит. У меня в этом году другое крепление для экшн камеры. Я в прошлом году ходил с камерой в руке, и это было вообще неудобно снимать. Как-то стыдно, пайнли, людей снимать, пластинки снимать. А сейчас камера висит у меня на груди. Вообще не видно, включена она или нет. И плюс у меня еще будет в руках велосипед, и у меня будет вид спортивный, а не так, что я хожу и снимаю камерой людей. Конечно, я бы тоже возмутился, я ходил, гулял, и меня кто-то снимал. И я бы не возмутился, я к этому вообще отношусь параллельно. Но в целом я могу понять людей. А в этом году прямо я сейчас ее на фломарте включу и прямо буду с ней перебирать пластинки включенные, все делать с ней включенные. Супер. Поэтому сейчас надо поменьше болтать и поэкономить место, чтобы у меня видео хотя бы в час уложилось. Доехал просто на одном дыхании, вообще ничего не почувствовал. На этом велосипеде 30 километров проехать вообще не чувствуешь. Блин, понятное дело, для этого надо быть хоть чуть-чуть натренированным, но учитывая то, что я вешу под 100 килограмм, и вся моя тренировка заключается в поездке по выходным, то как бы не так уж и я сильно тоже натренирован. И до Ростыка прямо сгонять на изи вообще. Раньше, мне кажется, это понапряжнее было. Не, гревел — это тема. Просто для стареньких, таких как я, это уже немножко напряжно. А для молодых это вообще пушка, бомба, ракета. В наушниках орала музыка. И я сумасшедший. Росток! Значит, тема. В том году я так делал. Сгонять в Росток, купить пластинок, приехать домой, поставить на вертушку, врубить наушники, достать бутылочку пива, сесть на балконе с этим бутылочкой пива в наушниках, грилить и слушать новую пластинку. Вот на балконе, когда хорошая погода, это такой кайф. Ты вот 80 километров навернул, нажег калорий, и пиво прямо как вода в землю входит прямо в тебя. И ты такой в наушниках, солнышко, гриль, переворачиваешь там, попиваешь пивасик и слушаешь только что купленную виниловую пластинку. Это кайф! Форит свою среднюю скорость. Ну, блин, я думал больше. Ровно 25 километров в час средняя скорость. Проехал 29 километров. Я думал 27, честно говоря. Так местами ехал быстро. Ну, 25 на дистанции в 50 километров. Для меня хороший результат тоже.
Ну, сейчас не 30, я имею в виду в целом, если 50 километров держать такую скорость среднюю, то для меня это хороший результат. В каком мы ресторане вчера были? Буду как раз мимо проезжать. Вот тут наш ресторан. Наш. В котором мы вчера были. Орегано. Итальянский. Вон там. Вообще шикарный ресторан. Дети, если вы смотрите, вон орегано. А, розмарина. Ха-ха. Придурок. Орегано. Ну, я не ориентируюсь в этих травах средиземноморских. Так, у меня подклинивает правый шип. Тяжело нога выстреливает с педали. Да, если вы смотрите вдруг ненароком, нифига, боксерная машина, это видео, то вам большое спасибо от нас, от меня лично, за гудшайн, за внимание. Ресторан был шикарный. Нам очень понравилось. Прямо даже такому старому ворчуну, как я, понравилось очень. Спасибо. 4000 евро. И заплатишь 3,90 за доставку. Что ты 3 купишь по 4 с чем-то и 3,90 за доставку за 3. Ну, то есть один раз 3,90 заплатишь. В принципе, получается, чем больше, тем они дешевле тебе обходятся. Так как проколы частые, я подумал, пусть будет. Все, друзья, это была распаковка велокамер от фирмы Continental. Куплены на Амазоне. Цена там, по-моему, 4,49 за одну или что-то в этом роде. Да, погнали. Приехал, доехал. Надеюсь, я правильно понял, где состоится фломарт. В принципе, 3 самых главных места, где его проводят в Ростоке. Но так как, собственно говоря, сезон еще толком не начался, начало марта, мне кажется, они стартуют все с мая, а тут вдруг какой-то неожиданный фломарт нарисовался в начале марта. Я так посмотрел, вроде вот этот вот, как он называется, центр. В общем, надеюсь, что это здесь. Ну, опять же, если и не здесь, ничего страшного. Главное прокатиться. Хотя прокатиться с целью интереснее, чем без. Из затишья он явно не здесь. Прикольно. Так, сейчас будем забивать в навигаторе путь к правильному фломарту. Альтешведе. Зря приехал. Видать, это какой-то маленький будет фломартик с
скромный. Или это вообще, блин, в другом районе. 5 километров показывает. Ого. Накатаю я сегодня. Проехал 40 километров. Скорость 24,7. Около 25. Ну пойдет, пойдет. Какой-то маленький, странный формат. Что-то мне эта местность не знакома. Точнее, местность знакома, но чтобы здесь проводили фломарты. Либо я подъезжаю с другой стороны к тому фломарту, который я знаю, за который я думаю. Просто не знаю, как это все называется. Не помню. Ну ладно, не знаю. В чем закономерность, что вот все социальные элементы, вот тетки, ну это не тетки, это девушки, жирные, блин. Вот все, которые, вот видишь, они вот сидят, явно не работают, в этом районе живут где-то. Как правило, эти парочки, всегда баба будет жирная, с толстой сракой. Вот у меня есть для них хорошая новость. Они могут сэкономить кучу денег на диетах, на хрен знает чем. Просто еще и заработать. Просто идите работать, и сразу у вас вес нормализуется, стабилизируется. Все, я приехал. Сейчас здесь где-то стану, попью водички, посмотрю свою среднюю скорость и заряжу новую. Да, это там, где я думал. Здесь маленькие фломарты. И заряжу новый аккумулятор в экшн камеру. Блин, я поздно приехал, чувак идет с пластинками. Офигеть.